Масштабная атака, ракетный удар по России. В Москву стянуты войска, столицу готовят к обороне. Инфраструктура США атакована, российский удар по объектам Америки. Перемирие на 60 дней, документы готовы, Москва приказала сложить оружие. Полный игнор, 3 дня молчания, Зеленский ждет ответа от Трампа. Российский орешник улетел в США, американцы получили обломки ракеты, заявление Штатов о поражении Путина. Секс-скандал международного уровня, ООН против Израиля и наоборот, разрыв отношений из-за насилия в тюрьмах. Украинцы станут немцами, американцы отправляются на фронт и внезапный вызов. Киев готовится к ударам по авиации. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. 29 мая на календаре, спасибо вам за поддержку, спасибо, что ищете выпуски вручную и находите. Я начинаю. Высадка десанта, удары по ПВО противника и залпы «Хаймарс». США, Польша и Британия устроили первые в Европе совместные учения беспрецедентного масштаба. На полигоне под городом Торунь в одном бою объединили «Апачи», «Хаймарс», беспилотники «Гладиус» и даже F-16. Сначала дроны уничтожили вражескую реактивную артиллерию, после чего десант 25-й бригады воздушной кавалерии занял позиции на земле, затем «Хаймарсы» нанесли удары по системам ПВО противника, открыв коридор для атаки ударных «Апачи». В ход пошли и ракеты «Гидра-70». Военные прямо заявляют, главная цель – подготовка к реальному полю боя и максимальная интеграция армий НАТО на восточном фланге. Польша уже получила «Хаймарс» и параллельно закупает сразу 96 новейших вертолетов «Апачи». Это крупнейший вертолетный контракт в Европе. Речь идет о совместимости и взаимодействии, то есть о создании общих союзнических возможностей. Сегодня 3 страны – Польша, Великобритания и Соединенные Штаты – совместно отрабатывали действия в рамках единой инициативы под названием «Апачи». Это действительно очень ценно, когда в рамках одних союзнических учений мы можем задействовать столь большое количество ударных систем и создать ситуацию, которая могла бы возникнуть на поле боя. Паспортный коллапс, огромные очереди и риск паралича госструктур. Такой сценарий уже обсуждают немецкие власти. Причина – украинские беженцы. С 2027 года сотни тысяч человек смогут подать документы на немецкое гражданство, ведь к тому моменту проживут в Германии необходимый по закону срок – 5 лет. Как пишет Welt, система может просто захлебнуться, но единого решения до сих пор нет. В Германии не могут договориться, имеют ли украинцы с временным статусом защиты право на немецкий паспорт. Одни регионы уже готовятся к наплыву заявлений, другие заранее предупреждают об отказах. Эксперты опасаются бюрократического хаоса по всей стране, пишет издание. Мы уже с января 2025 года указываем на проблему, связанную с вероятным резким ростом заявлений на гражданство в течение следующего года, заявил Welt директор Берлинского земельного ведомства по делам миграции Энгельхард Мазанке. По данным рынка труда, около трети трудоспособных украинских беженцев уже официально трудоустроены. Это создает значительный потенциал желающих получить гражданство, как по всей Германии, так и особенно в Берлине. Украина готовится вступить в воздушный бой с россиянами и бить по авиации. Киев получит 38 шведских истребителей «Гриппен» и впервые сверхдальние ракеты «Метеор», способные поражать цели более чем за 200 километров. 16 самолетов Швеция передаст бесплатно, еще 22 Киев купит за счет европейской программы поддержки на 2,5 миллиарда евро. Главная задача новых «Гриппен» – оттеснить российскую авиацию и сорвать массовые удары кабами по украинским городам и фронту. Заявление об этом накануне прозвучало в Швеции. Ракета «Метеор» считается одной из самых опасных авиационных ракет в мире. Она создана для охоты на маневренные истребители, уточняют военные аналитики. Зеленский же при этом вновь говорит о ПВО и вновь обратился к Трампу с просьбой помочь закрыть небо. Но ответа до сих пор нет, пишет NBC News. Немедленной реакции США на письмо не последовало. Зеленский сообщил, что письмо было доставлено в учреждение в Вашингтоне во вторник. В то же время в США заговорили о победе Украины и уверяют, обломки российского орешника уже попали в руки американцам. Те его тщательно изучают. Такое заявление сделал сенатор США Ричард Блюменталь. Он также заявил о российском ударе по объектам США, в частности, американской инфраструктуре. Цитирую.
Я вернулся после визита в феврале, чтобы сказать людям: Россия не побеждает, Россия не победит, Украина может победить, если мы ее поддержим. Путин бомбит американские предприятия. Не ошибитесь, он атакует американские активы здесь, в Украине, целенаправленно и намеренно. Более половины предприятий в Украине подверглись атакам и бомбардировкам, и американцы должны быть возмущены этим фактом. В Кремле же считают, что Вашингтон проигнорирует Зеленского и не моментально ответит на запрос Украины о ПВО. Заявление сделал помощник Путина Ушаков, который накануне вновь заявил, что Зеленскому пора отдать приказ о выводе войск ВСУ из Донецкой области. Отреагировала Москва и на заявление из ЕС, где обсуждается кандидатура переговорщика с Россией. Ушаков коротко сказал: пусть перебирают кандидатуры. А Европа ответила: нейтральным посредником между Россией и Украиной ЕС не будет. Кая Каллас уверена, Украина уже пошла на большие уступки, теперь время Путина пойти на такой же шаг. Все уступки до сих пор были со стороны Украины, но должны быть уступки и со стороны России. То есть мы должны также помогать им в этих переговорах, но мы действительно не можем быть посредниками, потому что мы защищаем интересы Европы и интересы Украины, поскольку Украина тоже находится в Европе. Отмечу, что накануне в Москве вновь заявили, что готовы ударить по Киеву в любой момент. Это слова Шойгу. Украинские мониторинговые паблики тем временем пишут, что такой удар уже может быть нанесен России в ночь с 29 на 30 мая. А целью станет не только столица, но и часть запада Украины. В то же время в ночь на 29 мая Украина направила ракеты, вероятно, «Фламинго» и дроны по России. Серия взрывов, в частности, прозвучала в Волгограде. Сообщается о массированном налете на НПЗ, а также повреждениях жилой застройки. РФ экстренно подняла авиацию, которая работала над городом, сообщали местные жители. Еще одна громкая история этой ночи – удар по стране НАТО в румынском городе Галац. По предварительным данным, боевой дрон влетел в жилой дом. Есть первые пострадавшие. Все произошло на фоне российской атаки на Одесскую область. Удар ЗРК по российскому вертолету во время попытки госпереворота. В России прощаются с военными, которые погибли после удара по воздушному судну с системой ПВО. Речь о майоре Андрее Кондратьеве и капитане Дмитрии Лобановом. Его сестра и подтвердила потерю, а также написала пост о проведении похорон. Известно, что на борту вертолета находились экипаж и мобильная огневая группа, выживших не было. Событие произошло месяц назад в Мали, и лишь сейчас потеря экипажа была подтверждена. Москва официально признала участие российских сил в боях в этой стране. Минобороны РФ заявляла, что для подавления попытки госпереворота использовались вертолеты, авиация, дроны, бронетехника и артиллерия. Речь об Африканском корпусе. Это подразделение Минобороны РФ, которое пришло на смену ЧВК Вагнера в Африке. Капитан Лобанов ранее служил в Сирии и участвовал в войне против Украины. В Москву стянуты войска ПВО. Российскую столицу пытаются превратить в неприступную крепость. Речь о дополнении в уже и так существующую защиту города от дронов. На фоне последних событий и угроз со стороны Москвы в адрес Киева, а также ответов Зеленского в адрес Москвы, накануне на крышу 42-этажной высотки, связанной с Роснефтью, вертолетом Ми-26 установили систему ПВО, предположительно новый «Панцирь» СМД-Е. Комплекс разместили всего в нескольких километрах от штаб-квартиры ГРУ, в 5 километрах по прямой линии от Кремля, а еще от объектов Минобороны. Российские медиа уточняют, все это вплотную окружено жилыми домами. По данным военных, система способна обнаруживать цели на расстоянии до 24 километров и поражать беспилотники ракетами дальностью до 20 километров. Москва уже считается самым защищенным ПВО городом России. Вокруг столицы выстроено несколько колец противовоздушной обороны. Nord Star Tower – одно из самых высоких зданий Москвы. Его высота достигает 170 метров. В здании 42 этажа. Это второй по величине офисный комплекс столицы. Башня принадлежит связанной с концерном «Роснефть» группе компаний «Регион». Сама «Роснефть» арендует в башне 3500 квадратных метров офисов и 505 квадратных метров парковок. Украинские и российские военные блогеры опознали в установленной на башне Nord Star системе ПВО модификацию комплекса «Панцирь СМД-Е».
Подлый вор с российским паспортом и деньги россиян на ветер. Роскомнадзор, который сейчас максимально пытается закрутить гайки россиянам и ограничить доступ к интернет-контенту, демонстрирует полную беспомощность и деградацию системы верификации. И вот почему. Пример на мне. Я являюсь автором YouTube-канала «Время Прядко», при этом никогда не публиковал контент во ВКонтакте и уже тем более не регистрировал никаких страниц через Роскомнадзор. Несмотря на это, неизвестный человек без каких-либо препятствий зарегистрировал сообщество во ВКонтакте под моим брендом, выдал себя за меня, подал свои личные данные и начал воровать и публиковать видео без моего согласия. Фактически Роскомнадзор, структура, которая должна предотвращать подобные злоупотребления, сама стала инструментом легализации фейкового представителя и кражи. Возникает закономерный вопрос: зачем нужен подобный надзорный орган, если его так легко обдурить? Автор сообщества должен услышать это обращение и прекратить публикацию данного контента. И напомню, выпуски выходят исключительно на одном YouTube-канале «Время Прядко», в YouTube и нигде больше. Чтобы не теряться, можете подписаться, нажать на колокольчик и не пропускать новые видео ввиду последних изменений, когда вам подкидываются старые ролики. Секс-скандал международного уровня. ООН внесла в так называемый черный список управления тюрем Израиля и взяла под наблюдение другие силовые структуры этой страны. Их подозревают в причастности к сексуализированному насилию во время войны. В том же перечне уже находится Хамас. Решение ООН появилось на фоне публикации New York Times о предполагаемом запрещенном давлении над палестинскими заключенными со стороны израильских военных и поселенцев. Израиль обвинение отвергает и уже заморозил контакты с офисом Антонио Гутерриша. Также власти страны отменили визит спецпредставительницы ООН по вопросам сексуального насилия в конфликтах. Вот что написали представители Израиля при ООН в соцсети X. Цитирую. Генеральный директор МИД Израиля связался с генсеком ООН и сообщил ему, что Израиль решил поставить структуры ООН, отвечающие за безопасность и борьбу с террористической угрозой в секторе Газа, в один ряд с террористами Хамас. Деннон резко раскритиковал Гутерриша за ложь и за политическую кампанию, которую, по его словам, генсек ООН ведет против Израиля. В завершении разговора Деннон четко и недвусмысленно дал понять Гутерришу: сотрудничества с ним больше не будет. Взаимные удары, а после внезапное заявление. Вашингтон и Тегеран выходят на новый уровень перемирия. По данным Axios, стороны согласовали проект сделки о продлении перемирия еще на 60 дней. Теперь решение за Трампом. Документ предусматривает открытие Ормузского пролива, Тегеран должен убрать морские мины, прекратить давление на торговые суда и отказаться от любых сборов за проход, говорится в публикации. США в ответ обещают постепенно ослаблять морскую блокаду по мере восстановления судоходства. Отдельно стороны обсуждают ядерный вопрос, частичное снятие санкций и разморозку иранских активов, пишет Axios. Меморандум будет включать обязательство Ирана не стремиться к созданию ядерного оружия, заявили официальные лица. Также будет указано, что первыми вопросами для переговоров в течение 60-дневного периода станут способы утилизации высокообогащенного урана Ирана и вопросы, связанные с обогащением урана в Иране. Тем временем Россия призвала США и Иран сложить оружие и отказаться от дальнейших эскалаций. С заявлением выступила официальный представитель российского МИДа Захарова. По ее словам, ситуация вокруг Ирана остается крайне опасной и может выйти далеко за пределы региона. В Москве настаивают на продолжении переговоров и дипломатическом урегулировании конфликта. Мы призываем его стороны не скатываться вновь к вооруженному противостоянию, которое потенциально чревато риском возникновения полномасштабного гуманитарного кризиса в регионе, с последствиями для всего мира. Народу антизападная пропаганда, а детям президента европейское воспитание. Журналисты расследовательского проекта «Система» утверждают, детей Путина и Алины Кабаевой воспитывают иностранные гувернеры из Европы. Одни должны были обучать мальчиков английскому и немецкому языкам, другие – музыке, спорту и правильным европейским манерам. Среди воспитателей были граждане Австрии, Великобритании, Новой Зеландии и других западных стран.
Одним из кандидатов на работу стала австрийка Эмма. По данным журналистов, ей обещали зарплату около 8 тысяч евро в месяц, перелеты и проживание за счет работодателя. Однако вместо роскошной жизни девушка оказалась в гостинице среди лесов Новгородской области, а позже получила отказ. Журналисты публикуют документы и переписки, которые раскрывают закрытую систему воспитания. Система получила доступ к массиву документов и переписок, касающихся найма иностранных специалистов, воспитывающих сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой. Из него следует, что за последние 8 лет в их семье поработало не менее 20 иностранных гувернеров и гувернанток, преимущественно из западных стран, включая граждан стран НАТО, с которыми, по собственным словам Путина, Россия воюет в Украине. На их содержание семья тратила и продолжает тратить сотни тысяч долларов в год. Напомню, Путин публично никогда не признавал этих детей, но журналисты утверждают, речь идет о его сыновьях от Алины Кабаевой. По данным расследований, старший мальчик Иван родился в 2015 году, а младший Владимир в 2019. Американцы отправляются на фронт. Набор в армию резко вырос. США активно наращивают боевую мощь. Тысячи молодых американцев идут служить. Все виды вооруженных сил сообщают о росте числа новобранцев. Особенно активно записываются в корпус морской пехоты. Многие признаются, решение приняли после ударов США по Ирану и военной операции по захвату Николаса Мадуро в Венесуэле. Молодые американцы, говорят, готовы защищать страну в случае большой войны. Новобранцы уже проходят 54-часовой курс. Crucible – одно из самых тяжелых испытаний морской пехоты с имитацией боевых условий. В Пентагоне уже заявили о планах и дальше расширять набор. Портрет Трампа на долларах. В США хотят напечатать банкноту в $250 с изображением действующего президента. Законопроект уже лежит в Конгрессе, а команда Трампа продвигает идею к 250-летию независимости страны. Как пишет Вашингтон-Пост, назначенные Трампом чиновники показывали сотрудникам казначейства готовые макеты с лицом президента, цветами американского флага и юбилейной символикой. Но внутри бюро гравировки и печати вспыхнул конфликт, ведь по американским законам фото живых людей не может быть на банкнотах, а создание новой купюры занимает годы и требует сложной защиты от подделок. Бывшая глава бюро, выступившая против проекта, уже лишилась своей должности, пишут журналисты. А в то же время союзники Трампа утверждают, инициативу поддерживают и сам президент, и министр финансов. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Вновь повторю, что сейчас новые выпуски почему-то не показываются на главной странице YouTube. Если утром вы заходите и не видите его, но вам показываются ролики годичной давности, ищите новые выпуски вручную. По поиску «Время Прядко». И напомню, что мне будет приятно за каждый ваш лайк, комментарий и если сделаете репост этого видео. До встречи уже завтра.